Вам бы, конечно, интересно было посмотреть кухню. Вы мучаете рыбу, что это такое? Под тебя специально строят павильон? Что, неужели мечта моя сбудется, да еще и таким приятным образом? Ребята, это сложно. Я истинный коммунист настоящий. Друзья, всем привет! Я Александра Недзецкая, и это новый выпуск из серии «Арт-гости». Сегодня мы немножко решили отступить от привычного формата, когда мы идем в гости в мастерскую к художникам. И сегодня мы идем в закрытую галерею, где нас уже встречает наш герой сюжета. Привет! Привет. Рад видеть. Все, пойдемте. Добро пожаловать в эту небольшую скромную галерею. Такую скромную, метров сколько здесь? Ну и, к сожалению, это не рабочее место. У меня сейчас нет возможности пригласить вас в мастерскую. С удовольствием. Ну, тут тоже очень даже все неплохо. Так, ну, друзья, давайте познакомимся. Друзья, рада вам представить Олег Михайлов, художник, график, литограф и книжный иллюстратор. Да, все И правильно? немножко живописец. И немножко живописец. Книжный иллюстратор даже в меньшей степени. Ну, то есть... Я делаю книги, но так, от случая к случаю. Ну и первый вопрос. Вот сейчас мы находимся, как я вам сказала, в закрытой галерее. Вот расскажи нам, пожалуйста, что такое закрытая галерея, для кого она закрыта, для кого она открыта и вообще для чего она нужна? Ну, она нужна для того, чтобы показать работы. Собственно, это парадный фасад, можно сказать, да? Вам бы, конечно, интересно было посмотреть кухню. Кухню, да. Вот. Мы ее немножко сегодня посмотрим обязательно, потому что графика — это очень много про технику. Тут техническая сторона занимает огромное количество времени. Вот. И обязательно посмотрим, как печатается литография. Так, ну вот расскажи нам, пожалуйста, вот это... Это не печатная Это графика. ручная, да, работа? Да, это на бумаге уникальная, в единственном экземпляре графика, как ее мои веселые друзья графики обозвали монументальная графика. Ну, если есть монументальная живопись, наверное, может быть и монументальная графика, да, потому что графика может быть и вот такого размера, но по сравнению, да, наверное, это монументальная. Ну вот как раз в таком размере я тоже покажу работы, то, что заняло практически все пандемийное время, это экслибрисы камерные. Мы нас закрыли, и я сидел, делал маленькие штучки. Но устаешь работать с одним размером, можно перейти на другой. Ну, да, и один размер помогает другому. То есть я знаю, что сначала, когда работаешь на маленьком размере, потом очень как-то хорошо чувствуешь большой, и потом наоборот. То есть, мне кажется, да, это важно совмещать. Ну и суть графики, она, как и в монументальной живописи, она должна работать в любом размере. Да? Ну да, логично. И в маленьком, и марка, и трехметровая стена какая-нибудь. А вот раз мы заговорили про экслибрисы, расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, которые вообще, может быть, даже не знают этого слова, экслибрис, да, что это такое? Ты этим занимаешься достаточно плотно, у тебя достаточно много и выставок, я знаю, что ты участвовал, да? И там какие-то и конкурсы, и премии у тебя были. Ну, конкурсов вообще много проводится. Экслибрис-сообщество, оно довольно большое в мире. Вообще изначально это в переводе с латыни «из книг». То есть это был утилитарная вполне такая штука. Маленький книжный знак печатался тиражом для частной библиотеки, куда хозяин библиотеки в каждую свою книгу вклеивал эту маленькую картиночку, на которой было написано «Экслибрис» и имя владельца библиотеки. Из книг такого-то. Ну, по-русски так тоже пишут на русскоязычных экслибрисах, из книг и фамилия. Вот. А сейчас это уже потеряло именно вот утилитарный свой смысл и перешло просто в малую форму графики и становится предметом коллекционирования. Вот, книжный знак, то есть это бывает... Люди, которые коллекционируют экслибрисы, они заказывают художникам со своим именем экслибрисы, они на конгрессах экслибрисов встречаются, обмениваются, продают, покупают, и коллекции зачастую там насчитывают до нескольких тысяч экземпляров. Литография, опять же, от латинского слова «litos»,
даже греческая графа рисую, рисунок на камне. Это из всех печатных техник на самом деле появилась позже всех. Она в 18 веке ее изобрели в Германии. Такой Алоис Занифельдер, основатель, человек, который придумал технику, именно сам способ химической печати. Потому что самая первая, самая древняя печатная техника – это гравюра на дереве. Ксилография, да? Да, ксилография. Она появилась очень давно, там идут споры, где раньше. Китайцы считают, что у них, там, кто-то еще говорит, что у них. Ну, я думаю, что раз китайцы изобрели бумагу, то, возможно, и ксилографию тоже. Ну, вообще у ксилографии же раньше было практическое применение, то есть книги делались с помощью ксилографии. Так, еще до появления книг, в общем-то, первые какие-то отдельные там они, ну, религиозные даже, ну, то, что у нас в лубочной графике использовалось, да, то есть это самые дешевые народные картинки, так называемые. Они, кстати, есть и в Китае тоже. Вот мы делали выставку в нашей научной библиотеке российской, которая на Невском, которая раньше называлась публичной библиотекой. Вот. А как раз проект был российский лубок и китайский лубок. И мои работы как современного печатного графика, и вот перекличка, поскольку я много работаю в Китае, живя в России, вот эта связь культур Востока и Запада, хотя Россия, она где-то посередине между Востоком и Западом, вот, и вот такой вот обмен опытом. Оказалось, что очень много общего, как ни странно, вроде культуры далеко друг от друга, даже по расстоянию, да, а сюжеты какие-то совпадают. У нас есть как мыши кота хоронили лубок, а у них есть мышиная свадьба, которая визуально смотришь две картинки почти одно и то же. Вот. Немножко разный смысл, но очень похоже. Я это когда увидел, я так обалдел. Мне китайцы показывают, вот наш китайский лубок. Я говорю, нет, это наш сюжет. Я им нашел в интернете, показываю, говорит, быть не может. Вот связь культур такая. Ну, видимо, одновременно это где-то возникло, да, и вот, развивалось. Если вернуться к истории графики, первой появилась печать на дереве, да, там принцип так называемой высокой печати, где вырезается то, что должно остаться белым, а на высокую часть печатной формы накатывается краска, и на нее кладется бумага и стискивается. Ну, то есть как бы по верхам, да, то есть то, что выступает, да. Получается, закатывается краской, и оно потом будет темным, да? Да. А ну вот можно взять, углубление... вот у меня есть одна гравюра большая такая. Тут, собственно, можно на примере на ее понять, как это делалось. Ну, у тебя, да, и правда монументальная графика. То есть изначально доска, на ней делается рисунок, и потом резцами вот вырезается, видно хорошо штрихи штихеля. Вот. И они могут быть крупные, мелкие, модуль разного размера резцы. Ими делается печатная форма. Здесь несколько цветов. Ну, вот основная доска, первый цвет печатали, вот этот темно-коричневый, который почти черный, вот этот голубой и красненьких. Тут два, рыженький и красненький. Ну, то есть это получается 3 доски, правильно? Да. Вот темно-коричневая, вот этот вот такой серо-голубой и вот этот вот красный. То есть 3 доски, и они еще, это же нужно еще совместить. Да, это отдельная наука. Ну, то есть тут еще, на самом деле, много же от печатника зависит. Да, ну, часто художник печатает сам. Вот. Если есть возможность поработать с печатником, это, конечно, убыстряет и облегчает процесс. Вот, техническое. Тут важно, какие станки, какие краски, какая бумага. Это все имеет значение для хорошего результата. Вот, соответственно, чуть позже появился афорт, гравюра на металле. Сначала это была резцовая гравюра, когда на металлической доске вырезали вот эти бороздки, штрихи такие же. Ну, это должен быть какой-то мягкий металл, как я там предполагаю, принцип печати совсем другой. Там краска, наоборот, забивается в штрихи внутрь. То есть это называется глубокая печать. Когда под давлением на мокрую бумагу бумага выдергивает из этих штрихов краску, и краска остается на бумаге. То есть, получается, основных 3 вида печати. Это
высокая печать гравюра, да, глубокая печать афорт и плоская печать — это литография, где у нас нет никаких углублений, форма печатная плоская, но за счет химических процессов печатается изображение. Но ты вот все-таки больше отдаешь внимание литографии, насколько Ну, я это знаю, моя да? любимая техника, Твоя да, любимая я, техника. собственно, много лет уже с института ей занимаюсь. Ну, мы еще сегодня увидим, там литографские камни, они вот такой вот толщины и вот такого размера. Да, или какого, какой, не Они знаю, максимальный, разные. какой может быть максимальный литографский камень? Раньше, когда это, опять же, имело свою производственную... Сейчас любая печатная графика, она в области чистого искусства находится. Это совершенно вотчина художников. А вся изначально, как ты правильно говоришь, в книгопечатании это использовалось, потом позже печатали карты, афиши и вот огромные, Ну, например, когда не было плакаты, типографии, да, которые до вот сейчас появления существуют. офсетной печати литографским способом печатались огромные афиши, соответственно, и камни были. А сейчас кое-где остались и камни, которые только специальным краном можно с помощью нескольких человек там на лебедке поднять. Но, конечно, в основном сейчас художники работают на камнях меньшего размера, хотя вот я в Китае работал. Ну, то есть нужно быть еще физически сильным человеком, чтобы Да, заниматься да, да. литографией. Это точно. Хорошо, Надо, главное, хорошо. спину беречь. Работа о жизненном цикле лосося, о Ну, том, как он, вырастая из икринки, потом идет на нерест к месту своего рождения и там погибает. ну вот икринка, да, и вот он, там где-то он вырос, идет Видишь, я для обратно. любознательных написал даже тут всю эту историю на английском, но видишь, текст скачет шрифт, потому что мне нужно было это все рисовать зеркально. То есть я шиворот на выворот писал. Понятно. Вот. Ты писал, Поэтому... наверное, потом смотрел отражение в зеркале, да? Или как у тебя? Нет, ну, проще это сделать, если ты написал, перевернул перевернуть. кальку и потом смотришь и повторяешь, потому что так в голове. Есть амбидекстеры, люди, Да. которые могут в любую сторону, любой рукой писать. Вот. Им проще. Ну, это, кстати, тренируется. Если тренироваться, то лучше получается. У тебя очень много, вот я вижу, сюжетов на тему рыбы и рыбаков. Вот расскажи, пожалуйста, с чем это связано? Это просто есть любители, которые... Нет, это я сам Или любитель. ты сам любитель? Я сам любитель в первую очередь с детства. Делаешь то, что ты любишь сам. Да. Я уж не знаю, как так получилось, но буквально вот сколько себя помню, если я видел по телевизору какие-нибудь подводные съемки, меня было не оторвать, я залипал тут же. Меня всегда подводный мир интересовал больше, чем наземный, да? Да. Хотя я природу в целом люблю, в принципе, но водный мир — это просто моя страсть. Собственно, я и занимаюсь и фридайвингом, и подводной охотой, и рыбалкой, и, в общем, все, что связано с водой. Ну, то есть можно сказать, что это уже увиденное, да? То есть ты там вдохновляешься где-то под водой, и потом... потом... понятно, что что-то прям вот видено один в один вживую, какие-то вещи приходится домысливать, потому что на Камчатке я, например, не был, не видел ход этого лосося, но много видел материалов, и, в общем, было из чего это представить себе. Так, это триптих тоже на тему подводного мира. Да, это через подводный мир диалог Востока и Запада, на самом деле, потому что лосось — это такая у нас история северо-западная такая-то. Да, она, и у нас и в Мурманске он есть, и на Камчатка, правда, это Восток, но, тем не менее, все равно относительно Китая, хотя, наверное, даже относительно Китая Восток. Но не суть. В общем, она все равно, лосось ассоциируется с Западом. Вот. Это океанские рыбы. Где-то между. Да, океан, он мировой, поэтому у него нет Востока и Запада, он везде. И Восток, вот он такой, это рыба, как они ее называют, красный дракон. Это символ удачи, денег, они любят все золотое, красное. Но они любят все, что связано с удачей и с деньгами. А это нарисована, кстати, реальная китайская деревня, этим домиком по 300 лет, и сейчас это такое туристическое место, куда приезжают люди погулять просто на выходные, а в этих домиках живут художники в арт-резиденции. Когда они приезжают туда. Да, вот я там в каком-то из этих домов жил и все это придумывал, эти работы.
Вот, в продолжение восточной темы, я жил 1 лето в Китае, преподавал. У меня рядом с домом был китайский рынок, как раз вот с морепродуктами. Я туда как в зоопарк ходил. Просто там было такое многообразие, невообразимое совершенно. Кого там только не было. А это диптих или это Ну, серия? они связаны. Я делал это, в принципе, на конкурс в арт-резиденции тоже. Там было одно из условий конкурса, что должна какая-то быть как раз китайская тематика в работах. А у меня с этим Это вот для проблем не арт-резиденции было. в тех домиках? Да. Тут как бы с материалами проблем не было, ничего высасывать из пальца не надо было. Как раз я за год до этого целое лето провел в Циндао. И, в общем, как раз у меня не так много было развлечений там, но зато был рыбный рынок, и можно было пойти на берег моря, погулять, посмотреть на эти лодки. Так что это все вот из живого впечатления. Ну, и это все литографии, я просто на всякий случай вот повторяю. это как раз литография из камня. Тут можно видеть, она напечатана в край камня, вот это вот форма самого камня. Камень имеет такой вот немножко даже закругленную форму. Если, тут особо не видно, потому что его выпрямляли. Лист сушили, потом под прессом выпрямляли. А вот тут у тебя какой-то водяной знак. Это знак, это на самой бумаге. Это немецкая бумаге. бумага, Ханемюлле, специальная для печати, очень хорошая. Она хлопковая, она от целлюлозной бумаги отличается. Конечно, благодаря хлопковым волокнам она такая, как тряпочка, она хорошо впитывает краску. Ну, да, такая приятная ощущение. И она, даже если ее сильно помять, ее, в принципе, можно намочить, растянуть, и она выпрямится почти, да. Ну, заломы могут остаться. Погладить ее можно утюжком, как ткань, нет? Но вот утюжком как раз ничего гладить не надо. Это заблуждение всеобщее, что бумагу смятую надо гладить утюгом. Бумагу надо мочить и сушить. Ну, и она сама растает. Да, горячим утюгом ничего гладить нельзя. Даже реставраторы книг, они развлекаются, когда им приносят книгу, вот такую рассыпающуюся, дрожащими руками, там хозяин, этот реставратор ее берет там и так бросает в ванну листами, они начинают расползаться. Что вы делаете? Вы уничтожаете мою вещь. Форма издевательства. Да. Нет, на самом деле это необходимая часть процесса. Они потом эти размоченные кусочки нежно собирают пинцетиком, все там как мозаику склеивают на какую-то новую основу, и получается все очень хорошо. Ну, это тоже какая-то немножко восточная серия с это, тигром, нет? Или это потом это новогодние картинки. К каждому Новому году. Это тигр, это кролик. Вот, который сейчас у нас. То есть я в конце года делаю на следующий год картинку такую. Это все началось еще чуть ли не в институте. Тогда то это есть у тебя называлось уже новогодняя открытка. Несколько циклов, получается, нет, там 12-летних. На самом деле, как ни странно, целиком нет ни одного, потому что все время какие-то пропуски были. И они очень разноформатные. То есть я начинал делать с каких-то совсем маленьких, такого открыточного плана. А потом вот я последние вот эти 2 года я стал делать уже такие полноценные большие работы. Потому что на самом деле это интереснее, и зрителю это интереснее. Ну да, это уже как бы самостоятельная картина, а открытка — это открытка. Да, они постепенно увеличивались, потому что вот взять бычка, например, мышку. Это вот ковидные мыши. Как раз никто не знал, что они принесут. Ковид. Вот их можно тут разложить. Это какой у нас получается? 20-й. Сначала была мышь, а бык это уже... 19-й, значит, мышь. Да, с мышью Нет, все нормально. 20-й был мышь, этот был 21-й. Они же год за годом. Это 22-й, это 23-й сейчас идет. Ну, у тебя здесь написано 19-й, потому что ты делал в 19-м. Это мы вот первый раз попробовали в край камня печатать, первый опыт. И вот камень вот такой вот интересный, щербатый. Да, он покоцанный был. Ну, красиво получается. Симпатичный. Тут из разных серий работы. Тут коробка большая. Вот, это английская серия, мы к ней еще вернемся. Вот, а это вот итальянская. Я их начинал делать еще в аспирантуре. Напечатал один черный цвет.
И они легли на полку вот как раз. Я не знал, как их закончить реально. Это Декамерон Боккаччо. Причем это, опять же, вот не иллюстрация к тексту, а это такое, знаешь, то, из чего для меня, я так придумал, из чего состоит сама книга Декамерона, какие составляющие. Поэзия, чувственность и история. Вот это из этих частей как бы состоит книга, и вот такие аллегорические образы. И вот они в каком, вот тут подписано, 2008-2019. Мы их в 2008 году напечатали, и они у меня лежали. Я знал, что их надо когда-то напечатать, да, доделать. черный цвет, да, черный, да. И вот, но все не складывалось. И потом мы поехали во Флоренцию, в Пизу. И вот как раз, когда я оттуда вернулся, тут мне вот пришло в голову, как надо закончить. Да, и вот еще по 3 цвета тут добавили. И получилась вот теперь вполне такая... Ну, это серия вот из 3, да? Или но она небольшая. Она, просто когда я их задумывал в аспирантуре, я думал, что их будет много. Но вот я сделав 3, что-то у меня какой-то тупик настал. У тебя я еще есть положил, возможность вернуться, вот. Продолжить эту тему. Почему нет? Нет, Италию я нежно люблю, конечно. География путешествий, она обширная. У меня несколько лет все время восток был. Потом я вдруг жестко на запад поехал в Англию. В Англию? Да. И вот сейчас у меня английский проект на носу, весной выставка будет. Уже, собственно, она 30 марта должна открываться. Надеюсь, что не сорвутся сроки. Если вы будете где, в какое место? Остров Гернси. В проливе Ла-Манш. Но у нас он называется Гернсей когда-то. В книжках писали в советских остров Гернсей. Продублируем текстом, я даже не буду пытаться воспроизвести это сложное название. Какие даты? 30 марта открытие. Ну, уже совсем скоро, да. Но поскольку ее 6 раз переносили, начиная с 19-го, она должна была начаться, по-моему, или весной 20-го, или... осенью 19-го она сорвалась, еще не было пандемии, там, по другим причинам. Там не построили павильон под нее специально. Под тебя специально строят павильон? Ну, видимо, просто работы Олега не вмещаются в маленькие павильончики. И подрядчики не привезли должное оборудование. Выставку отложили на весну 20-го. Весной 20-го мы все сидели по домам, осенью 20-го по домам. А почему весна-осень? У них сезон. У них зимой они сидят по домам, там время штормов, либо путешествуют, либо дома сидят. Летом разъезжаются в основном с острова, то есть на остров приезжают туристы, а местные жители разъезжаются. А весна-осень – это у них высокий сезон, когда у них хорошая погода, хорошее настроение. Хотя говорят, что Англия такая же туманная, как Питер, нифига подобного. Там солнечных дней намного больше, чем у нас. Да, смотря с чем сравнивать. У них зимой там розы цветут, значит, правда, еще это юг, как бы там Ла-Манш, теплое течение, но очень комфортная погода, место супер. Заодно это реклама путешествия. А там у тебя будет литография, да, или вообще все, чем ты занимаешься, что там будет представлено? Там будет все, или это это конкретный проект. Это проект посвящен роману Виктора Гюго «Труженики моря», который он на этом острове и написал. Он там жил 15 лет. То есть выставка тематическая. Собственно, он построил там дом, там теперь дом-музей его. У него кабинет с видом на Ла-Манш, рабочий, на самом верхнем этаже он смотрел в сторону родины, писал свои книги. Но, кстати, можно и саму серию посмотреть. Вот тот осел, который там стоит. Собственно говоря, это символ острова. Почему-то такой исторически сложилось. Это тот проект, о котором мы сейчас говорили. Да. Там, наверное, бликует, да? Можно. Нормально? В общем, это Тослик, труженик. У них 2 острова рядом, Гернси и Джерси. Про остров Джерси ты наверняка что-нибудь слышала, потому что читала в детстве книжки Джеральда Даррелла. И там находится зоопарк. И у меня в детстве была мечта, что я когда-нибудь стану взрослым и поеду посмотрю на этот зоопарк чудесный. И когда меня пригласили в этот проект на Гернси, я такой, да ладно, что, неужели мечта моя сбудется, да еще и таким приятным образом. И я действительно съездил в этот зоопарк, но без Даррелла он уже просто зоопарк, но место для меня было обязательное. Тем не менее, оно легендарное, конечно, да.
Вот, и, короче, жители острова Джерси называли жителей Гёнзи ослами, а те, в свою очередь, джерсийцев называли лягушками. Почему? Это, никто не знает почему, это было обидно сначала, а потом стало предметом гордости. И у них теперь осел — это символ острова. То есть они это возвели Они как ему бы памятник поставили, да, они эту историю мне рассказывали, я что-то так впечатлился. Вот. И это реально. И вот сейчас панорама города выглядит точно так же, как и во времена Гюго. Там старая застройка, там дома, начиная там, с 13 века, стоят, и вплоть до современности. Вот. Это порт, Сент-Питер-порт. Вот это пятно, якобы святой Петр, когда его поймал, взял его пальцами за спину, и это остались отпечатки. Да, поэтому называют Сент-Питер-Фиш. А это, собственно, вот панорама этого города. Вот там где-то как раз в порту стоит этот осел. Там крепость на острове, ну так, по классике все. И это тоже литография, да? Да. Вот их тут часть работы из английской серии, она большого формата. Собственно, вот она, конечно, такая немножко театральная, как занавес история, рассказ. Вот сам остров, да, как на карте. Вот тут это Сент-Питер-порт с этим остров, крепость. Тут на соседних островах действия книжки происходят самой. И тут сидит Виктор Гюго, пишет книгу, а вот эта буква H — это Хуго, его фамилия. У него дома просто, это такой, знаешь, памятник тщеславию. Он при жизни строил себе музей. Он, чувак, знал, что он будет знаменит. И при жизни себе строил музей. И у него на кухне объемными такими изразцами на камине вот эта буква H выложена, огромная, знаешь, я Гюго, и это везде прет отовсюду. Он так декорировал, и видно, что такие интерьеры нежилые. И у него же семья, дети были, и как бы намека на это даже нету. Мы экскурсовода спрашиваем, а где остальные вообще, и как-то все это выглядит нежилое. Да, правильно, они вот с детьми, жена там жила в какой-то маленькой комнатке одной, а это все так было, антураж. То есть даже не то, что потом уже, да, это превратили, а прям при жизни. Да, он прямо знал, что это останется. Уже понятно. Да, это все к английской серии. Ну, то есть работы вот побольше форматом, да, и поменьше. Да. Вот опять ослик. Тут это титульный лист заглавный к серии. У нас часть тиража напечатана, у нас тут еще текст посвящения есть, цитата, собственно, из книги «Труженики моря». И тут тоже, тут часть работы — это иллюстрации, а часть — это уже больше мои впечатления. Но тоже вот такую, например, историю придумать было бы сложно, если бы я в отлив не видел, как уходит вода там. А там огромные перепады, там, когда прилив, эта волна перехлестывает на улицу через эту высоченную стену, да, а в отлив можно пешком ходить, лодки лежат на дне, это крабы бегают. Ну, как бы и тут впечатления от поездки с текстом книги, они вот дают результат вместе. Ну, важно, конечно, да, увидеть это все. Да. Это усмешка фортуны. И Фортуна в виде ската? Да, в узоре на шкуре ската я увидел что-то похожее на лицо. Как бы, мне нравится, когда есть какая-то многослойность. То есть есть чисто декоративная изобразительная часть. И если подольше немножко повтыкать, можно там еще какие-то разглядеть истории. Такие кулички, они яркие, такие шустрые. Ловец за устрицами, да? Да. И я их увидел на пляже, думаю, какая классная птичка бегает. Потом почитал, что в интернете, что она называется Oyster Catcher, и как-то она такая милая. И я ее тоже ввел в сюжет, что вот эта ракушка, морское ухо, тоже один из символов острова, это деликатес. Но они по всему миру водятся в океане, на Востоке их тоже любят. Вот, у них яркий очень перламутр, их ювелирки даже используют. Такой синий с розовым, такой переливчатый, красивый. И сам морепродукт вкусный. У них есть там сезон, там какой-то праздник зимний, когда очень большие отливы, максимальные, куда-то можно уйти далеко в море и найти вот этих ракух. Такой тоже морской петух, реальная рыба. Хотя выглядит как сказочная, но на самом деле есть такой товарищ.
в море. Это «Паруса и машины». Там был в книге конфликт новаторов-консерваторов. Ну машины ты имеешь в виду там водные один машины. из главных героев построил пароход, а к нему пришел священник и сказал, что он дьявольскую машину сделал, которая дымит и гремит. И тот его послал, сказал, не надо мне тут твоих. Собственно, главные действующие лица. Вот этот главный герой, главный злодей. В центре история любви, естественно. Папа главной героини и священник. А это, видишь, водоросли ламинария. На самом деле, вот гуляя как раз по этому отливу, я увидел просто валяющуюся на дне вот эту штуку. И смотрю, она лежит, и она как герб какой-то выглядит. Она корнями приросла к ракушке, и у нее такие симметричные ветки в разные стороны. Да. И она такая прям красивая. Я думаю, надо куда-то ее воткнуть, использовать, потому что чисто декоративная, очень классная штука. И вот получился такой как бы герб, по сути, такая геральдика какая-то. А это, тут где-то как раз относится лист к главному мужскому персонажу, к главному женскому. У него тут такие всякие тревожные перипетии, а у него такой спокойный. У нее там, все так благополучно. Все кругленькое, мягенькое. Тут квадрат такой жесткий. А это тоже реальная штука, стоит кельтская Венера. Это неолитическая какая-то старая скульптура, стоит на кладбище. Не знаю, сколько она там, привезли ее откуда-то, или она там 1000 лет стоит. Ее местные любят, цветочки ей приносят, веночки. Это у нее веночек. Да. Там кто-то. А это вот как раз он вздыхает по ней. У него было без шансов, но потом, когда у папы пароход сел на мель, папа сказал, что тому, кто спасет мой пароход, я отдам в жены дочь. Он понял, что это шанс, и совершил невозможное. Пошел на подвиг ради любви. Но поскольку книга романтическая, все закончилось очень плохо. В рамках жанра историю такую сделал, что она... Хэппи-энда там не было. Ну что, покажешь нам экслибрисы, да, про которые мы говорили? Парс про тото, от общего к частному, от большого к маленькому. Хотя я не уверен, что это то выражение, но будем надеяться, мы будем его использовать как, если что, поправьте. Вот, экслибрисы, да, малая печатная форма, она без слова экслибрис может быть как просто отдельная, да, картинка, не адресованная кому-либо. Иногда художники делают картинку и потом бросают клич, кому такой экслибрис, кто хочет, я хочу. Вот. И добавляют Да, можно добавить, можно переделать. Да. Что у меня вот эта работа, я ее просто так для себя нарисовал, а потом заказчица сказала, я хочу себе, и я ее просто переделал по новой. И не помню, есть она у меня или нет. А вот он отпускает рыбку, или он ее ловит, или он ее поймал? Mercy, милосердие. Это добрый рыбак. Поймал, отпусти. Хотя я не сторонник спортивного рыболовства, потому что это все равно мучение для рыб. То есть ты их все-таки ешь? Я ловлю то, что я съем. То есть убийство ради удовольствия – это вообще неприемлемо. Но и мучить животину тоже, чтобы ее сфотографировать, отпустить, тоже так себе история, по-моему. Если уж пошел на охоту, то надо кого-нибудь добыть. Надо уже до конца довести дело, понятно. Да. Это как мы печатали эту гуятяку японскую, когда с настоящей рыбы печатается гравюра, оттиск. Они таким образом фиксировали воспоминания об улове. Тоже превратилось в вид искусства. Просто рыбину настоящую мажут тушью и сверху бумагу кладут. Все предельно просто. Получается, кстати, очень красиво. Я допускаю. У нас на Ютубе целый выпуск об этом красивая снят. фактура. И мы прямо взяли карпа и вот печатали на камеру. А карп с рынка оказался еще живой. И он там жабры открывал. Ой, боже. Вот. И когда я на лекции в Абу-Даби в университете показывал это видео, там кто-то из возмущенных педагогов стал кричать с задних рядов по-английски: «Вы мучаете рыбу, что это такое?» Но я выкрутился, я говорю: так это же мы не мучаем, мы наоборот, мы ее помыли и отпустили. Полное вообще милосердие.
расскажи тогда, пожалуйста, вот про эти работы, которые над нами. Это, я так понимаю, что не печатная, да? Или печатная? Это вообще не печатное. Вообще не печатная. Хорошо звучит. Как мне один коллега сказал на выставке, говорит, какие большие литографии. Я говорю, это не литография. Он говорит, да, а что это? Ручник? Я говорю, да, в какой-то степени, наверное. И так можно сказать. Да, вот этот ручник, это грунтованная бумага, это смешанная техника. Поскольку я очень люблю литографию, я придумал, что надо грунтовать бумагу, чтобы она имитировала фактуру камня литографского. И, по сути, у тебя даже технически тут идет, очень похоже. Такое, как будто бы тут многие приемы литографские использованы, как раз и проскребание, и карандаш литографский, и наброск. Вот, в общем, они просто хочется, да, и с размером размахнуться, и тут больше возможностей редактирования, потому что это все-таки бумага, она терпит исправлений больше, чем камень. На камне можно исправлять, но очень минимально. То есть если в гравюре совсем ошибаться нельзя, то в литографии можно ошибаться чуть-чуть. Чуть-чуть можно, а сильно нельзя. Да, и давай все-таки от этих больших вот работ вернемся. От монументальной графики вернемся к книжной иллюстрации. Что хоть у меня книг и немного, но все же они есть. Вот мое горячо любимое издательство Витанова. Это кожа? Да, они делают книги всегда небольшими тиражами и очень хорошего качества. И самый главный, наверное, для художников плюс их, что к ним довольно сложно попасть в качестве сотрудника, то есть они очень но если они тебя, выбирают художников. Если тебе дают работу, то дают тебе при этом и свободу. Ты решаешь сам, как ты. То есть если они уже выбрали книгу, художника, они ему доверяют. Да. То есть тебе дается свобода творчества, и ты сам придумываешь технику, размер там иллюстраций, как. По сути, книгу нужно придумать, ее структуру. То есть она, как правило, если она в серии в какой-то, у нее есть общий дизайн, но и у каждой книги есть еще индивидуальные какие-то свои настройки. Вот это у них большой такой амбициозный проект. Библия, Ветхий и Новый Завет разбит по частям и отдельными книгами печатается. Там много-много томов, уже несколько лет художники делают разные. Я себе выбрал малых пророков из Ветхого Завета, вцепившись за историю с Ионой, который в чреве кита путешествовал. А в итоге превратилось это совершенно в другую историю. Я думал, что пойду по своей какой-то рыбной тематике, а думал, и в итоге у меня родилась такая метафора, что чрево кита — это вот какой-то питерский двор, знаешь, такой как чрево города, город поглощает как монстр людей, и вот эти пророки, они в образе каких-то бомжей, таких юродивых. Часто у нас про сумасшедших людей говорят, что неизвестно, кто из нас нормальный, а кто нет. То есть критериев нормальности практически нет. Если пообщаться с психологом, то мы все нездоровы. Возможно, в той или иной степени. Тут просто они на другом уровне. Это не кейф. Да. И я еще позволил себе вольности, изобразил некоторых своих любимых музыкантов в образе как раз этих. Тут еще вот Леня Федоров. Просто эти два товарища, которые меня сопровождали как раз всю дорогу, пока я делал эти иллюстрации. Вот видишь, так вот он лежит на скамейке какой-то, спит, прощелыга. А так уже это пророк левитирует. И да, тут какой-то как будто у него такой нимб. Да. Видишь, как ни странно, китайские, например, заказчики интересуются темами Ноев ковчег, Старик и море. С чего бы, казалось бы, да? Вот это, кстати, сочетание тоже литографии с шелкографией. И вот здесь вот написано, чей экслибрис. Потому что не на всех написано, вот здесь, например, я не вижу. Просто я поменьше стараюсь писать, чтобы она особо в глаза не бросалась. Вот, видишь, это я себе любимому сделал. Это мой побег из холодного нашего Петербурга куда-то Питер и деревня, в моря. Да, я прыгаю в теплое море к своим любимым рыбам.
это у меня жена. Она охотится таким образом. Это она сидит в телефоне и ищет. И охотится вот на таких вот Нет, зверей. она просто сама лев. Она лев, и она такой типичный лев, который сидит, потом быстро, продуктивно охотится и опять сидит. Вот. Но львы-то на самом деле не охотятся, в природе-то. Охотятся львицы. На канале львицы. Даже все аллегория, метафора. Вот мальчики купаются, жизнерадостные. И тоже... Тоже Экслибрис Ли Шаохай. Это большой коллекционер китайский. Он целый музей Экслибриса открыл. Я уже не знаю, сколько у него там 1000 экземпляров коллекция. Она очень большая. Так, ну что, друзья, сейчас мы переместимся в следующую локацию, где, как и обещали, мы сможем соприкоснуться и увидеть изнутри вот этот вот весь процесс печатания литографии. Так, мы находимся сейчас в шлифовке, где уничтожаются произведения искусства после того, как отпечатаны тиражи. Но уничтожаются они для того, чтобы создавались новые. Я Абсолютно добавлю, верно. что не все так пессимистично. Да. Ну вот, видите, какой шедевр, например. Это, кстати, что вообще такое? Художник нарисовал какой-то, Да. прикинь. Вот такой корунт. Собственно, это кварцевая крошка, которая используется на наждачной бумаге. Ну, то есть это что-то типа кварцевого песка. Да, да. То есть это он и корунт, есть кварцевый да, который на наждачке. Да, он сюда добавляется немножко водички, и вот так камушек, И они одновременно сразу два шлифуются таким образом? Ну, да, но лучше шлифуется тот, который внизу находится. Вот водички чуть-чуть. Вот, и так вот такими круговыми движениями, монотонно, потихонечку. Еще важно держать плоскость камня, шлифовать очень равномерно, чтобы он был ровный, без перепадов, чтобы там не было ям или, наоборот, выпуклостей, вогнутостей. Ну, то есть, Он должен быть ровный. Поверхности Да, и параллельно поэтому друг его другу. надо вот так вот по всей поверхности, таким вот равномерно, в несколько слоев, долго-долго снимать, пока не сойдет, собственно говоря. И как долго вот это нужно делать, чтобы камень был уже готов к работе? Но это визуально видно. Вот, Ну, то есть, когда рисунок, собственно говоря, да, он исчезнет должен с исчезнуть, поверхности. его ни на мокром, ни на сухом камне не должно быть видно, но это минимум 6-7 шлифовок. Причем начинают с более крупного, чтобы содрать рисунок как бы грубой наждачкой, да, потом тоньше, и уже финальный фон, то есть этот финальный слой, корешок так называемый, наводят уже. Ну, если нужно сделать специально, можно сделать грубее, чтобы какой-то был более яркая фактура. Можно совсем тоненький, чтобы мелкие детали можно было рисовать. Итак, еще сколько? 3 часа? Да. Или сколько? Ну, сколько примерно это может Ну, занять? еще 30 тысяч ведер и золотой ключик Да, и наш. золотой ключик у нас в кармане. Да. Ну, собственно, камни, вот Но мы не они будем разные толщины. Дожидаться, когда Да. он будет готов. Александр, может, вы попробуете? Я попробую. Ну, сейчас, Ну. если это не очень грязный процесс, Мы можем облачить Сашу. в этот Фартук. фарточек, Да. этот элегантный цвета морской волны фарточек. Мгм. Давайте Сейчас будет случиться, как из рассказа. Девушки, у которой теперь нет ножек. Или чего у нее там не было, Пальчиков. пальчиков. Так, а вдруг я сейчас что-нибудь... Так я делаю, правильно? Ну, в принципе, да. И, значит, его... Ну, в общем, я все поняла. Да. Короче, ребята, это сложно. Его можно вот так восьмеркой крутить. Можно крутить просто вот так по кругу, но это неудобно. Иногда делают специальные шлифовальные круги с ручкой. Вот так. А можно маленькой такой штучкой Ну, делать? Нет? маленькой можно, но ты ну не там сделаешь может ровно, быть ты понятно, сделаешь да. ямы обязательно Мгм. какие-нибудь. Вот. Так, сейчас давайте. Ну, собственно, из этой комнаты все начинается, и этим же все и Все заканчивается, да. Сейчас мы переместимся в основное помещение, где, собственно говоря, и происходит процесс печати литографии.
вот материалы, которыми ты рисуешь, специальный литографский карандаш, да, то есть это карандаш, но он выглядит как карандаш. Вот уже видно, что им много работали. Но у него какой-то жировой грифель, да? Ну да, там основа жирная. Собственно, Есть при еще... большом желании можно даже косметическим карандашом да? на камне рисовать, которыми глаза подводят. У нас был художник, экспериментировал. Но у вас же напечаталось тогда, да? Ну. Все зависит от печатника. Вот. Это работа другого автора, это не моя, но это хороший пример посмотреть, как делается печать из нескольких цветов. То, что вот сейчас на камне будет это какой третий уже, да, цвет по счету. Вот. Первые два, видимо, какой-то розовенький, скорее всего, да? Вот такие кактусы. Тут уже два цвета напечатано. Вот, и будет печататься третий, и мы сейчас увидим процесс подготовки камня к печати, собственно, перекатка уже с карандаша на краску, который будет печататься на бумагу. Сейчас камень травится, это декстрин с кислотой. Клей замешивается с кислотой, чтобы была невысокая концентрация кислоты, и чтобы, но при этом кислота очень летучая, и если ее разбавить там водой или чем-то другим, она испарится и не будет долгого эффекта травления. Тут нужно, чтобы слабым раствором она долго травилась. Вот декстрин как раз играет роль вещества, которое задерживает эту кислоту. Вот она сейчас даже высохнет, он специально ее сушит. И при этом процесс травления он продолжается. Кислота внутри клея, она работает с камнем, взаимодействует. Травится поверхность камня. И, кстати, карандаш и тушь, они тоже, поскольку они жирные, они кислотостойкие. Вот, то есть травятся свободные части камня. А потом вот к тому, что нарисовано, прилипает краска, да? И вот она, собственно говоря, и печатается. Это тоже, когда человек впервые видит, это особенно со студентами хорошо, которые первый раз нарисовали работу на камне, долго трудились, потом приходят и весь их труд просто смывают у них на глазах. Но на самом деле смывается только черный пигмент, а жирная основа, она остается на камне, она никуда не денется. Видишь, без воды это выглядит вот так. То есть, когда у тебя сухой камень, краска накатывается на всю поверхность, и получается черная плашка. А вот сам этот литографский камень, это тоже натуральный материал, да? Да, это известняк. Известняк. Угу. Преимущественно из Баварии, из одного места, из Золенхофена, в окрестностях Мюнхена, такой небольшой городок. Собственно, там и родина литографии. Вот, у них происходят всякие мероприятия, посвященные. Я ездил в 2018 году на слет литографов в Мюнхен. Никогда не видел столько людей в одном месте, занимающихся литографией. Сейчас будет немножко тягомотная история, потому что нужно потратить время на то, чтобы краска накаталась, да.
Друзья, я хочу такую небольшую рубрику вести в этом сюжете. Рекомендация от героя сюжета. Олег очень смеялся на тему, когда я его об этом попросила. Но рекомендация или пожелание, или совет, вот все, что ты считаешь нужным сказать в свете сегодняшнего видео нашим зрителям. Я считаю, что надо просто делать то, что хочется, наслаждаться жизнью. И рисовать то, собственно, от чего ты получаешь удовольствие. Поиск темы для художника – это самое больное, да, зачастую. Вот. Но со временем я понял, что надо только то, что ты рисуешь с искренним удовольствием, то, что у тебя вызывает как бы полную отдачу, то находит успех и у зрителей. Вот. Это если серьезно. А если просто… Смотрите «Аватар 2». Слушайте хорошую музыку. И будет у вас вдохновение. Если можешь рисовать, не рисуй. Если можешь рисовать, не рисуй. Да. Займись чем-нибудь другим. Да. Ляг, поспи, и все пройдет. Ну, А лучше под пальмой. Ну да, так что если у вас нет вдохновения, спите под пальмами, и все будет хорошо. Ну хорошо, да, спасибо тебе за рекомендацию, напутствие. Мы продолжим. А меточки, чтобы выкладывать бумагу ровно, потому что поля должны быть одинаковые на всем тираже. То есть делается замер листа бумаги и делается под лист разметка. Бумага заранее нарезана одного размера. Потому что иначе, если класть на глаз, они все будут кривые, косые. И это будет считаться не кондиция, да? То есть тираж, который… Ну, это будет, как в анекдоте. Во-первых, это красиво. Попробуем напечатать. Сейчас сделаем. Должен уже получиться нормальный оттиск черный. Вот, выставляем его по меткам. Вот, опускаем. Ближе. Уголочка снимаем. Ну вот другое дело. Вот по сравнению с пробниками. Вот это уже нормальный черный оттиск. То есть это оттиск, который тебя уже устраивает, и он уже пойдет. Нет, я обязательно, конечно, буду еще что-нибудь редактировать, подтравливать, царапать. Это неизбежно. Вот. В общем, вот мы вкратце познакомились с литографией. Я надеюсь, я отбил у всех желание заниматься такой трудоемкой историей. Ну или, по крайней мере, хорошо подумать, прежде чем решить этим заняться. Так что вот так. Так, ну что, Олег, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня нам уделил время, очень подробно показал, рассказал о своем творчестве, очень было интересно про все эти технологические процессы. Я думаю, что, надеюсь, что не только мне, но и нашим зрителям. Ну, рекомендации ты уже сказал. Спасибо вам, потому что популяризация печатной графики – это одна из моих миссий. Ну, видишь, я тебе помогаю осуществлять твою миссию каким-то образом. Конечно. Так что спасибо тебе, спасибо всем присутствующим зрителям. И если вам было интересно и полезно, пожалуйста, напишите свое мнение, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!